До того, как восхвалять университет Соульде, я можно немножко на него пожалуюсь. От станции Соульде и Пкуёк, то есть его станции этого вуза, метро, до университета пешком идти вот при хорошем темпе минимум 20 минут. Это примерно так же, если бы я вышла на станции Хондэёк и пошла бы в свой Йонсей. Мазохизм, да? Есть же Шинчон для этого. Можно было, в принципе, сесть на автобус. Но, во-первых, я их не люблю. В Корее они меня там укачивают. А во-вторых, тут такая полупробка, что, по-моему, даже я быстрее, чем автобус буду. Я забыла уточнить, что сегодня температура по ощущениям 41 градус. Жуть! Это еще не все. Соуль находится в горку. В такую хорошую горку. Так что включаем Маруф, задаем темп и занимаемся спортом. «25 минут спустя я дошла до Соульде, главный вход, по-русски забыла как. Вот. Так что сегодня я вам покажу и расскажу про этот лучший корейский университет, про его стипендии, гранты, корейский язык и, конечно, многое другое. Пойдем? Для начала надо изучить карту. Так, вот, значит, наш главный вход. Нам нужно будет добраться до студенческого центра и до библиотеки. Вон они 60, которые 60, 63, 62. И желательно это сделать через вон то озеро. Там есть классная вещь одна. Вуз прям очень большой, и расстояние между кампусами настолько нереальное, что здесь автобусы внутренние. Это, знаете, просто минимальная необходимость вам. Вот я нашла тенек. Я русская впервые пошла за теньком. Просто я не знаю, как и зачем кореянки летом наносят тонак. Я так рада, что я сейчас просто вот иду, кожа чистая, я просто снимаю вот этот пот. И я забыла салфетки дома. Так что опенджомчика рядом тут никакого нету. Вот, страдаю я. Все ради хорошего видео и покупки матных призов вам отсюда. Спойлер. Сеульский национальный университет, либо Seoul Daehakyo, либо Seoul National University, как вы хотите. Это государственный вуз, который был основан, в принципе, относительно недавно, на фоне других крутых университетов Кореи. В 1946 году. Да, вроде 46-й. Seoul Daehakyo – это, несомненно, топовая верхушка пирамиды корейских вузов. Он входит в тройку лучших вузов страны Южной Кореи, то есть вузов SKY, Seoul, Korea, Yonsei. И это, наверное, очень странно, что студент Йонсея в футболке Каиста на территории Соульде. Мне надо что-нибудь красненькое и с тигром, чтобы от Корёде было. И вообще вот так будет стёбно. Что удивительно, строение Соульде все довольно-таки низкие. 4 этажа в среднем. А территория большая. На фоне других вузов, которые все стремятся вверх, Соульде как-то не стремится. И какая красота. Боже мой, какая красота! Вы посмотрите, корейские сосны, как это красиво! Как найти студенческий центр в любом корейском университете? Находите библиотеки, они всегда очень большие, либо почту, и они стопудово будут рядом со студенческим центром. На территории кампуса расположены 2 национально значимых музея, а также первоклассно оборудованный медицинский, спортивный, ой, как они шумят, и развлекательный центр, вот где я как раз нахожусь, для студентов этого вуза. Так же, как и в Йонсее, как и в Коре, везде. Здесь вы учитесь, кушаете, покупаете все вам необходимое, можете где-то там поспать, принять душ, не выходя из кампуса. Все необходимые вам книги и учебники вы можете приобрести здесь. Пойдемте посмотрим,
Известные сеульские учебники корейского языка. Какие хитрые они. У них даже учебники Йонсе продаются здесь. Ну ладно, вот как раз таки сеульские учебники. В чем их главное отличие от других? И главное отличие в том, что, например, вы прошли грамматику, 4, грубо говоря, грамматики, последующие страниц 20 вы просто тренируете, это супердетский, конечно, уровень, именно эту грамматику и слова. То есть вот в чем суть. Закрепить так грамматические основы, чтобы у вас даже не было сомнения, где, когда их использовать. С одной стороны, это хорошо, когда особенно такой базовый, знаете, уровень. С другой, это большая проблема в том, что потом вы не можете перейти на более сложные грамматики. Вот вы зациклились на простых там го, со, ник, и все, вы с них не двигаетесь. Вы их так оттренировали, что вам кажется, что их можно везде поставить. У них даже есть моя любимая книжка, которая Винни-Пух от психолога. Вообще супер. Очень советую. Неважно, какой уровень корейского, вы осилите. Я купила вот такой вот наборчик. 3 маркера, ручка, блокнот со стикерами, блокнот большой Соульде, который все Соульде, в принципе, для письма, значок Сеульского университета, 2 стирательные резиночки. Вот, и этот наборчик я разыграю. А как? Смотрите под видео в описании. Конечно, в таком вузе пешком ходить нереально, так что вам приходится везде велики парковать. Чувствую, что при такой жаре еще чуть-чуть я просто плюхнусь в обморок. Нужно немножко подзарядиться. Взяла себе стаканчик с порезанным арбузом, 1800 вон. И взяла себе шоколадное молочко. Что-то детство вспомнила. Всего лишь библиотека. В корейских вузах библиотека, я вам уже рассказывала, это не просто библиотека, где есть книги. Нет, ты туда приходишь, занимаешься группами, сам занимаешься в таких удобных, комфортных условиях, с интернетом, с местом, где перекусить, поспать, помыться, потренироваться. То есть ты просто живешь там вне пар. Так ты успеваешь сделать и есып, и йонсып. Это корейская методика изучения. Надо сделать йонсып, повторить то, что вы прошли на уроке, и сделать есып. Выучить урок, который вы еще не прошли. В Сеульском университете 16 институтов. Обучается здесь очно, на бакалавре где-то 16,5 тысяч студентов. Плюс магистратура, докторантура около 12 тысяч. И это только очно и вот здесь. Сейчас вы их, конечно, не так сильно видите, так как все-таки август месяц, только приезжает абитур, начинается ориентейшн, все остальные потянутся чуть попозже. Да, кстати, Сеульский университет первый, где президент студсовета, она девушка, публично на всю страну поддержала и заявила, что она лесбиянка и поддерживает права геев и меньшинств, то есть сексуальных. Так что это было таким немножко шоком тогда для Кореи, очень консервативная страна, и президент студсовета, самого крупного, самого большого и главного университета страны, вот так вот сделали, и все это хорошо, благо, идет, еще не кончилось. Знаете, иду сейчас такая по вузу, птички, деревья, скамейки, белые такие здания, невысокие, ощущение, как будто я в советском санатории. Так интересно, что там дальше. Вот ступеньки, и уже 42 градуса, поэтому нет, поверхность. Я нашла озеро. Ладно, не озеро, маленькое красивое болото. Вот эта скамеечка, мне кажется, отлично для того, чтобы... Ой, там рыбки! Отдохнуть скамейкой отлично. Там были такие красивые рыбки, золотые, темные. Вай, красота! Все, с меня официально сошло 10 потов. Я села, я отдыхаю. Я хотела вам что-то еще рассказать. Университет Соульде, он лучший, конечно, по многим параметрам, но не по всем прям. Например, если подытожить коротко, то он самый лучший по всем параметрам, которые связаны с госслужбой. То есть это журналистика, это СМИ, это медиаведение, это политика, экономика, педагогический профиль, долго вспоминала название по-русски.
и архитектура, и юриспруденция. Кроме этого всего, он еще очень хороший считается по медицине, психологии и ветеринарии. Вот так вот верно? Обучение здесь за семестр стоит где-то от 2,5 до 5 тысяч долларов. Грантов у Соульде не так много, к сожалению. Это вуз государственный, поэтому в основном это только государственные гранты, которые типа не ID, вот это оттуда. Я про них видео показывала, как мне подать, вот гляньте. Там все написано, рассказано, точнее, показано мной, господи, слова, уже заговариваюсь. Так вот, в чем проблема? Во-первых, на эти гранты нельзя претендовать, если вы хотите учиться на медицине здесь, на психологии, на архитектуре и на ветеринарии, потому что это длится больше 4 лет. Гранты только на те профили, где вы закончите бакалавр за 4 года. Не дай бог вы там, понятно, нарушите что и так далее, про это тоже есть видео, что будет с вами, сколько вы заплатите денег. Так что не так все прекрасно с этими грантами. Вот, потому в Соульде, даже вот как вот поступает, да, вот грант, по идее, я же поступаю сюда, я такая вся умочка, у меня есть TOEFL, топик, у меня там красный диплом. Не факт, что вам дадут какую-то скидку, потому что вуз государственный. Но попытка не пытка. Вот где все рыбки в тенечке спрятались. Отдыхают, ну почти все. Самое главное плавает. На фоне других вузов Ская, Йонсы, особенно Корё, Сеульский мало внимания уделяет спортивному направлению и, в принципе, спорту в вузе. Как в физкультуре, да, но как вот, чтобы сильнейшая команда, чтобы соревноваться с другими вузами, побеждать или выставлять, как вот у нас любят против, допустим, футбольную команду вуза, против сборной Сеула, города Сеула по футболу, да, там некоторые футболисты в национальной сборной состоят. Это да. А так, ну, как-то не особо. Тут, в принципе, все в форме, подтянуты, конечно, когда у тебя вуз с таким расстоянием между каждым кампусом, и это все в горку, да, я вам скажу, тут легко быть худеньким на этом фоне. И далеко все Пекхвадёмы и Пёнидёмы, где еда есть, так что, да. Поступить сюда на языковые корейского можно, это не так сложно. Есть про это видео, как это сделать, какие документы, куда и когда посылать. Так что посмотри его, и твоя проблема решена. А я хочу закончить это видео, поблагодарить вас от всей души, что вы досмотрели его до конца. Я надеюсь, что хотя бы некоторые из вас мечтают об этом вузе, и поэтому им эта информация была очень полезна. А если вы еще не мечтаете, то давайте мечтать вместе. Если ты хочешь больше видео про разные корейские вузы, про поступление туда и их гранты, то, пожалуйста, ставь лайк этому видео и пиши в комментариях, про какие вузы.